Мода и стиль в Америке — это всегда высказывание. Будь то отказ от натурального меха в знак солидарности с пушными животными или брюки-клёш против войны. У американцев есть рецепт внешнего вида на любой случай жизни, чтобы выразить целую философию или мимолетное настроение. Давайте посмотрим, что и зачем носят американцы и что они этим пытаются сказать. Открой Америку. Культура потребления в США. Мода в США. Одежда как высказывание. До середины 20 века, как таковой, американской моды на международной арене не существовало, хотя наряжаться американки всегда любили. Даже во времена Великой депрессии они украшали свою жизнь изобретательными аксессуарами, а в военные годы носили по возможности нарядные фасоны. 50-е, время домохозяек в нарядных платьях и мужчин в шляпах, стали последней эпохой, когда стиль американок определял европейский модельер. Пышный силуэт New Look вошел в моду с легкой руки Кристиана Диора и стал символом послевоенного благополучия по обе стороны Атлантики. Тем временем золотая эпоха Голливуда с его недосягаемыми звездами вроде Лорен Беккел и Кларка Гейбла постепенно сходила на нет. Черно-белая картинка сменялась цветной, и на экранах появлялись герои нового послевоенного поколения. Непосредственные, похожие на простых людей. В частности, тем, во что они были одеты. Марлон Брандо в белой майке как бы, между прочим, показал, что простой рабочий может быть привлекательным, а косуху байкера превратил в одежду бунтаря. Мэрилин Монро запросто носила в кадре голубые джинсы, став воплощением той самой соседской девушки. Великолепной, стильной и родной. Стало понятно, что индивидуальность в одежде и в жизни — это то, на что у американского общества есть запрос. К концу 60-х подросло поколение бэби-бумеров, индивидуалистов с открытой и четкой жизненной позицией. Они были первыми подростками, выросшими в век массовой информации, когда стало очевидно — в мире много людей с разнообразными взглядами и интересами, а жизненная позиция определяет твое место в обществе. На улицах Америки расцвели субкультуры, каждая из которых обзавелась своей униформой. Ведь с первого взгляда должно быть ясно, кто ты такой и во что веришь. Носишь замшевую жилетку с бахромой и длинные волосы, ты хиппи и выступаешь против войны во Вьетнаме. На тебе платье в пайетках и высокие платформы, значит, ты слышал кое-что о стиле диско и знаешь, как пройти в самые модные ночные клубы. Платье в пол с центральноафриканским орнаментом, массивные украшения и афро-нимб на голове — ты выступаешь против сегрегации, играешь фанк на вечеринках. Пергидрольный ирокез и костюм в британскую клеточку — ты панк и анархист. Одежда стала выражением гражданской позиции для каждого слоя американского общества. Эпоха ультимативного самовыражения в национальном масштабе к 70-м годам позволила Америке начать штурмовать мировые подиумы. В 1973 году произошло событие, которое навсегда поменяло место Америки в мировой модной индустрии. Случилась так называемая «Битва за Версаль», благотворительный показ, целью которого был сбор средств на реставрацию Версальского дворца. В этой битве в парижском пригороде никому неизвестные тогда американские дизайнеры схлестнулись с французскими гениями высокой моды, по 5 с каждой стороны. Американцы сделали ставку на шоу и не прогадали. На открытии показа пела Лайза Минелли. По подиуму ходили чернокожие модели, а в первом ряду сидели Энди Уорхол, Грейс Келли и Грейс Джонс. Сейчас никого не удивляют мировые звезды в первых рядах и модели с разнообразным типом внешности, но для публики 70-х это было настоящей революцией. Америка громко заявила чопорному миру высокой моды, что у красоты нет границ, и настоящий стиль — это свобода, индивидуальность и разнообразие. После битвы за Версаль американцы стали возглавлять европейские модные дома, а Нью-Йоркская неделя моды заняла честное место в большой четверке, прокричав на весь мир: «Американская мода — это самовыражение в абсолюте». И неважно, о чем именно ты собираешься рассказать — о своей сексуальности или о том, что твоя карьера идет в гору. Древний американский термин «power-dressing» означает буквально следующее: правильная одежда подчеркивает твой социальный статус и может повысить его в глазах окружающих. Хочешь произвести впечатление выпускника престижной школы Лиги Плюща? Одевайся в стиле преппи. Говоришь, что преуспел на Уолл-стрит? Вот твой костюм Армани и часы за $500 000.
Статус Ральфа Лорена, который первым догадался продавать среднему классу образ элитарности в виде рубашек пола и пуловеров, точно вырос, вместе с суммой на его банковском счету. За последние 30 лет, благодаря прежде всего гетто-культуре и хип-хопу, пауэр-дрессинг стал выглядеть намного разнообразнее. Ведь изменился и сам смысл успеха. Это больше не карьера в банке и не особняк в пригороде. Успех — это смело и ярко говорить о себе, своих убеждениях, корнях и социальных проблемах. Выходцы с Барбадоса, Ямайки, центральных и южных штатов, звезды хип-хопа читали тексты о классовой несправедливости, ходили по Бронксу и Южному Централу со своими гетто-бластерами и на ходу создавали стиль, принцип которого прост — be free, be fresh. Есть золотая цепь и баскетбольная форма на 4 размера больше. Значит, так и будем ходить. От Grandmaster Flash до A$AP Rocky, от Pharrell до Рианы и Бейонс. Герои гетто-культуры легко замешивают шубу из секонд-хенда с туфлями Gucci в одном ярком образе, который говорит: «Я тот, кто я есть. Я не стесняюсь своего происхождения и своего успеха и делаю то, что люблю. А если вы не согласны, это ваши проблемы». Такое отношение к жизни и собственному образу — это то, что называется attitude. И у Америки его в избытке. Неважно, президенты, звезда реалити-шоу или живешь на социальном пособии. Твой стиль — это твоя история. И ты волен рассказывать ее в рамках любого бюджета и собственной фантазии. Ведь дело не в том, что ты носишь, а в том, как.